Okay, it is February 1st, 2023. We are with Simon Sharifkar, and Anna Skropsky is the interviewer remotely via Zoom in Toronto, Canada. We are in Ottawa, Ontario, Canada. Okay. Здравствуйте, Семен, и огромнейшее вам спасибо за то, что вы на самом деле согласились поделиться историей вашей жизни, еще раз вспомнить те драматические моменты, которые нелегко вспоминать и через которые даже чисто психологически тяжело проходить сквозь воспоминания. И огромнейшее вам спасибо. Мы очень это ценим. Мы, я имею в виду, это организация Liberation 75 и Shaw Foundation, которые организовывают ваше интервью, в частности. Пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо вам и вашей организации за то, что мы имеем возможность поделиться этими воспоминаниями. Честно сказать, нам казалось, что ни для кого, кроме нас и наших близких, они не имеют ценности. Оказывается, какая-то ценность в них есть. Поэтому я начинаю с самого начала. Я родился в 1938 году, 5 сентября, в городе Киев, столице Украины, многострадальной на сегодня Украины. Мой отец, Шарифкер Семен Юлий Моисеевич, был экономист по образованию, участник гражданской войны, участник Отечественной войны, большевик, что сделаешь, такое было время. Вот моя мама, Файнланд, у нее своя фамилия, Ева Яковлевна, родилась в городе Коростень, родилась в Бялобельске в Польше. Вот, и получила образование в Киевском институте инженеров пищевой промышленности. Она была инженер-технолог кондитерского производства. И всю свою жизнь, исключая эвакуацию, проработала на кондитерской фабрике, как она тогда называлась, имени Карла Маркса. Теперь это фабрика Порошенко, известная на весь мир, наверное. Его имя тоже. Вот. Ну, я родился в 1938 году. У меня есть старший брат, был старший брат, к сожалению, он уже умер. Перед войной он тяжело заболел, переплывал Днепр возле Киева. Тогда очистных сооружений в Киеве практически не было. И он заболел брюшным тифом и не мог ходить. Началась война. Ну, я пропускаю эти несколько лет перед войной. Началась война. Мой папа тут же ушел в ополчение, которое стояло по недоразумению не с той стороны, с которой к Киеву подошли немцы. Но ему удалось спастись, вернуться в Киев на несколько дней и отправить нас, маму с неходящим братом и с маленьким мной, в товарном, естественно, поезде в эвакуацию. А сам он явился в военкомат и был мобилизован в армию. Он имел звание, как тогда говорили, политрук. В самом деле он получил звание старшего лейтенанта и ушел в армию. Мы уехали в Башкирию, мы уехали в эвакуацию, доехали до Башкирии, и в городе Белебей нас высадили из поезда и приняли на жительство. Это небольшой городок башкирский, не очень богатый, но люди очень доброжелательные, приняли нас хорошо. Папа попросил отпуск, ему дали отпуск на несколько дней. Он явился туда, в Башкирию, оформил на маму, как тогда, аттестат, по которому она получала какие-то деньги. А главное, что местный военкомат оказывал ей помощь и с лекарствами для брата, и с другими делами. Мама в эвакуации работала, тут же начала работать. Работала она, другой работы не было, в местном совхозе, бригадиром свекловодческой такой бригады. Но очень быстро оказалось, что свеклу они складывали, выбрасывали, а мама, как грамотный технолог, она уже к тому времени была опытным технологом кондитерского производства, наладила производство сахара, ее тут же сняли с поля. Ну, сахар был не такой белый, как мы привыкли пользоваться, желтый, кусками, но это была ценность громадная, поэтому нам это несколько облегчило нам жизнь.
здоровый воздух этой страны, это Башкортостан, как теперь называется, здоровый воздух, более-менее приличное питание, более-менее, не особенно приличное. Подняли брата на ноги, он пошел, он не окончил школу перед войной. Он эвакуировался, будучи школьником, учеником 9 класса. Он пошел в школу. Ну, надо сказать, что его образование за 9 классов киевской школы оказалось на уровне учителей этой школы башкирской. И он в 9 классе уже преподавал в младших классах математику. Он талантливый был человек, талантливый математик. Вот. Ну, и мы прожили там до 1944 года. Ну, описывать эту жизнь мне тяжело, я плохо ее помню, только по рассказам мамы. Вот, но я скажу, что это какое-то воспоминание у меня осталось. Надо отметить, я отвлекусь на секунду, когда я уже был заведующим кафедрой Иркутского политехнического института, я привез студентов в Башкирию на практику в город Салават-Юлаев. И выбрал день и уехал на автобусе в город Белебей. И ничего не узнал. Это был большой город с промышленностью, с интересными, с современными людьми. Но я получил удовольствие от того, что видел это место. Ну вот, 1944 год. Был освобожден Киев. Немедленно мы выехали из Белебея, опять в товарном поезде, выехали в Киев и приехали в 1944 году в Киев. Брат мой не окончил школу. Я прошу прощения, что я вас перебиваю. Да, пожалуйста. Даже по рассказам мамы, вы могли бы немножко поделиться с нами именно о том времени, какое вы провели? Ну, мама мало об этом. Хорошо, Анечка, я попробую. Мама мало об этом вспоминала. Но что она говорила всегда, это о доброжелательстве тех людей, у которых мы жили. Мы жили у женщины в такой деревенской избе с одной огромной комнатой. Один угол занимала эта женщина с дочкой, другой угол мама с 2 детьми, мной и моим братом Марком. Вот. И я только помню несколько эпизодов. Во-первых, я помню, как мама принесла откуда-то 3 зеленых яблока. Это был, наверное, такой специальный паёк тогда. Вот. И я был страшно удивлен, что я не мог понять, что это такое. Потому что я до этого, в таком уже состоянии, когда я мог что-то понять, я яблоки не видел. Мне мама и брат тщательно объясняли, что это такое, и заставили съесть одно яблоко. Мне не понравилось, надо сказать тогда. Ни привычки не было к этому делу. Ну, то это значит, что к тому времени украинскую жизнь, которую я вел там пару лет до эвакуации, я полностью забыл. Ну, дальше я хочу сказать, что произошло в Киеве за это время. Мой дедушка Файнланд Янкель жил в Коростыне, недалеко от Киева. Это Житомирская область, но прямо близко к Киеву. Он перед войной приехал к нам. Он был один, уже бабушки не было в живых. Он приехал в Киев, привез с собой талис, ермолку. Он был очень религиозный человек. И сказал маме: Евочка, увози своих детей. Юлий такой большевик, что и тебе нельзя оставаться. Юлий — это мой папа. А я постараюсь сохранить эту комнату. У нас была не квартира, комната. Ну, коммунальная квартира. Те, кто жил в то время, знают, что это тоже была большая ценность. Вот коммунальная квартира, я постараюсь сохранить ее. С немцами я налажу отношения. Он работал с немцами до революции и считал, что они порядочные, хорошие люди. Кстати, его расстреляли в Бабьем Яру. И привел его в Бабий Яр сосед снизу. Вот так. Так что его жизненный опыт не пригодился в этом случае. Но это ужас, конечно, был. Мы об этом узнали несколько лет спустя, после войны, естественно. Вот мы приехали, это все, что я могу рассказать об этом времени. Мы приехали в Киев. Наша комната сохранилась за нами. Наша соседка, очень хорошая женщина, Анна Михайловна, она для того, чтобы ее никто не занял, она положила на пол картошку. И пол сгнил. Вот. Ну и благодаря этому никто не вселился в эту комнату. И когда мы приехали из эвакуации, то мы ее спокойно заняли. Папа вырвался с фронта на несколько дней.
и заказал, нам пол перестелили, и мы жили в этой комнате втроем, а когда папа вернулся с войны, вчетвером. В том же 1944 году не успел мой брат восстановиться в школе, как его забрали в армию. Он к этому времени уже ноги он не стал полностью таким здоровым после этого брюшного тифа, но он ходил уже к этому времени. И поэтому его сочли годным для, может быть, не для передовой, он был не на передовой, он был, как это ни странно, таким, в конюшне работал в казачьем полку. Вот, там он пригодился, вот, и с ними вступил в Германию. И когда этот полк разместился в маленьком немецком городке, я не помню его название, то оказалось, что кроме моего брата в этом полку некому, он мог сказать несколько слов по-немецки из школы еще. Кроме того, это интеллигентный мальчик, и его попросили стать временным мэром этого городка. Тут же его приняли срочно в партию коммунистическую, потому что нельзя было иначе, и дали звание сержанта, и выдали костюм, такой немецкий костюм, в котором он ходил до окончания университета, в этом костюме. Вот. И он пробыл там недолго, пробыл до конца, до 1945 года. В 1945 году его сменил правильный мэр уже, которого назначили уже не такого пацана, как этот мой брат был. Вот. А папа, и в 1945 году он вернулся с фронта. Как фронтовик он тут же поступил в университет без экзаменов. Мало того, они не заметили, что он не закончил перед этим 10 классов, у него не было аттестата. Это всплыло уже при окончании университета. Вот. А мой отец до последнего дня воевал, закончил войну капитаном с орденом Красного Знамени, с 2 медалями за боевые заслуги. Он был храбрый человек. Но не сразу вернулся домой. Его еще направили после войны в Западную Украину, там восстанавливать, организовывать советскую жизнь. Ну, он с этим вроде справлялся. Вот. Ну, а я в 1946 году пошел в школу. Мама посчитала, что в 1945 году, когда брат был еще в Германии, отец тоже в Германии, она не решилась меня отдать в школу в 7 лет. Я пошел в 8 лет в школу. Но это большого значения не имеет. В 1946 году я пошел в школу, и в 1956 году я успешно кончил, пройдя все советские этапы. Был там и пионером, и комсомольцем, и членом всяких учкомов, там, прочего другого. Закончил школу с золотой медалью. Оказалось, что я тоже ничего вроде бы. Вот брат к этому времени закончил университет, физмат, и был направлен в Новосибирск на работу. Ну, к сожалению, женился, но, к сожалению, он вскоре уехал из Новосибирска, переехал в Киев, и после этого всю жизнь работал учителем физики в киевских школах, был довольно известным человеком среди учителей и учеников, он репетировал, тогда была такая практика. Хорошие учителя имели дополнительный заработок, репетировали, то есть давали уроки тем, кто хотел повысить свои знания выше школьных. Ну, наверное, те, кто жил в то время, эту практику хорошо знают. Теперь вернемся ко мне. Да, значит, я кончил школу с золотой медалью и поступил в Киевский политехнический институт на металлургический факультет. Специальность моя была материаловедение. По этой специальности в 1961 году я кончил Киевский политехнический институт, с красным дипломом кончил, я был таким отличником фирменным, но и спортсменом был, играл в волейбол за всякие там сборные. Ну, до сборной города я не дорос, но играл. Вот, и начал работать. Сначала меня направили меня после института на работу в такой проектно-конструкторско-технологический институт. Ну, такая была контора, уродливое порождение хрущевских реформ каких-то дурацких. Вот. Но тем не менее я там работал. Институт для меня был хорош тем, что был вообще хорош, несмотря на то, что он был странным очень образованием, он исчез потом. Дело в том, что этот институт образовался из маленького конструкторского бюро с Киевского завода «Ленинская кузница». Малюсенькое, 26 человек там было в этом бюро.
А институт должен был образоваться в несколько сот человек, 400 человек. Поэтому там ослабили ограничения на набор кадров. Этим воспользовались очень многие в Киеве, такие, кто имел поражение некоторые в правах. Это в первую очередь, конечно, евреи, те, кто был, некоторые инженеры, которые были в оккупации на Украине, и выпускники некоторых вузов Киева, которых отсылали куда-то в деревню, они не хотели уезжать из Киева. Это в первую очередь выпускники механического факультета Киевской сельхозакадемии. Кстати, оказались очень толковые ребята, мы с ними работали очень хорошо, и в этом институте мне довольно хорошо работалось. Но я рвался... Я прошу прощения, если говорить об антисемитизме того времени, об уровне... Он был вполне. Но в этом институте, это была такая синагога небольшая. Там, значит, было очень много евреев, и мы жили довольно комфортно. И руководство института тоже относилось к нам лояльно. Мало того, я рос все время. Я стал старшим инженером, потом заместителем начальника отдела. Отдел порошковой металлургии назывался. С чем было связано такое... Либеральное отношение, да? Либеральное, с тем, что нужны были кадры, которых иначе было не набрать. Я же говорил, этот институт вырос из малюсенького конструкторского бюро. И вы поэтому... имеете в виду кадры или головы, мозги? Что, извините? Вы имеете в виду, говоря кадры, вы имеете в виду мозги? Мозги, конечно, да. И руководству института надо было срочно набрать несколько сот человек, инженеров. Ну и им разрешили каким-то образом ослабить такие кадровые ограничения. Поэтому евреев набирали ребят из сельхозакадемии, набирали инженеров, которые были в оккупации на Украине. И таким образом образовался, как ни странно, очень сильный, очень хороший коллектив инженерный. Сделали много полезного, но я не был спокоен. Я к тому времени женился, у меня появился ребенок. И, кстати, заметьте, что при полной поддержке моей жены и семьи, моей и ее семьи, я рвался в науку. В этом институте, где я работал, там науки как таковой не было. Была технологическая работа, интересная, но я рвался в науку. Мой заведующий кафедрой, который меня выпускал в Киевском политехническом институте, встретил меня на улице и предложил поступать к нему в аспирантуру. Я пошел поступать в аспирантуру. Спецкурс мне не нужно было сдавать, 3 экзамена надо было сдавать. Спецкурс я получил 5, у меня было 2 статьи опубликованы к тому времени. Английский я сдал на 5, а когда пошел сдавать, как тогда называлось, основу марксизма-ленинизма, то меня там зарезали, поставили 3. Вот, причем зарезал меня мой знакомый, с которым я знаком был по политехническому институту. Но он, видимо, имел такую установку. Хотя я все отвечал более-менее правильно, как мне казалось. И вообще к тому времени я, в общем-то, разбирался в этом марксизме, как он назывался. Учили его в институте, я готовился к экзамену. Но, тем не менее, с 13 баллами я опережал всех моих конкурентов. Там было 2 конкурента. Но меня не приняли в аспирантуру, не объяснив ничего. А мой заведующий кафедрой через знакомых передал мне, чтобы я перестал ходить к нему, волноваться, что он обо мне помнит. Очень порядочный человек, член КОР Академии наук. Вот это мой завкафедрой, который меня учил в институте, выпускал. И сказал, чтобы я не ходил, что есть причины, почему меня не могут принять в аспирантуру. Меня не приняли. До сих пор мне не ответили, кстати, ничего из Киевского политехнического. Если вернуться немножко к времени военного и сразу послевоенного, что вы можете сказать, как складывалась военная судьба вашего папы в то время, когда он был в рядах советской армии? Ну, я же говорил, что он кончил войну капитаном, а в армии он занимался снабжением снарядами и все это на передовой. То есть у него была команда, с которой он возил снаряды. Несколько раз он попадал
в тяжелой ситуации, где он своих инвалидов, которые там были водителями его, потому что все здоровые бойцы были на передовой, а водителями его машин были уже люди с некоторыми такими, которые не могли быть на передовой. Он их уложил, он мне рассказывал об этом, он укладывал их кругом, отстреливался от немцев, и таким образом это и было причиной, почему его несколько раз награждали медалями и орденом. Вот. Что касается, если вас интересует антисемитизм, то его в армии практически не было. Папа мне это говорил. То есть, если человек воевал храбро, выполнял свой долг, то к нему так и относились. Что касается послевоенного времени, то папа, приехав с войны и закончив свою миссию там в Западной Украине, с трудом устроился на работу. Хотя он был член партии и коммунист, и фронтовик, тем не менее устроился он на работу благодаря тому, что министром заготовок Украины был начальник штаба той армии, где он воевал, который его персонально знал. И он ему помог устроиться на такую незначительную должность. Он был зам председателя научно-технического общества. Председателем был вот этот генерал. А папа был зам председателя. Ну, это была такая должность, ну, видимо, не очень ответственная. Удалось ему устроить. И папа работал на этой должности, пока не ушел на пенсию. А на пенсию он ушел на персональную пенсию, как старый большевик. Он стал получать персональную пенсию, и таким образом это была папина карьера. Что касается мамы, то, вернувшись с эвакуации, она тут же начала опять работать на фабрике, кондитерской фабрике, и ее сделали заучем школы ФЗО. Ну, это, знаете, ремесленное училище, это подготовка рабочих для фабрики. И, кстати, она проработала так до самой пенсии, пока она не заболела уже очень сильно и ушла на пенсию. И, кстати, в ее биографии зауча этого ФЗО была такая яркая довольно страница. К ней пришел один ученик ее и сказал: Ева Яковлевна, мне бабушкин рецепт нашел торта, который назывался Наполеон. Я его преобразовал, и получился такой хороший дешевый торт. Это был знаменитый киевский торт. И мама ему помогла довести эту технологию до производства, запатентовать ее. Он получил патент на нее, ну, свидетельство об изобретении в Советском Союзе называлось. Он предлагал маме быть соавтором, она отказалась. Это мамин принцип был жизненный. Кстати, мама была выпускницей Житомирской гимназии женской, так что у нее были принципы в жизни, и, кстати, она легко очень получила потом образование советское после этой гимназии. Вот, так что киевский торт имеет к нам некоторое отношение. Хотя мама не считала себя автором, но она к этому имела отношение. Ну вот это вот наше дело. Теперь о школе. Ну, я понимаю, что вас интересует, и меня тоже это волнует, вопросы антисемитизма. После войны в Киеве была странная ситуация. Было значительное количество фронтовиков-евреев. Вот мой брат, его товарищи. Они собирались, его школьные товарищи, кто вернулся с фронта, кто не вернулся. Те, что вернулись, они собирались, в том числе у нас дома. И языки у них развязались к тому времени. Они видели Германию, видели эту... Мой брат вообще мэром побыл какое-то время немецкого городка. Они обсуждали, и у них были мнения, что должно что-то измениться. Я, лежа на раскладушке, мы все в одной комнате это происходило, я на раскладушке лежал, я слушал это, а мама мне потом говорила: язык на замок. Мама понимала лучше всех ситуацию, и вот. Потом это дело как-то стало тише. И антисемитизм стал возникать. В Киеве он был фирменным вообще, антисемитизм. Мне кажется, что причиной было то, что многие украинцы видели в евреях конкурентов на хорошие должности, на звания какие-то. И, может быть, так и было. Но методы борьбы были совершенно грязные. Ну так, я помню это. Ну и был такой некоторый разгул антисемитизма в Киеве, как мне представляется. В школе
я этого почти не чувствовал долгое время, поскольку я был таким отличником. У меня списывали все хулиганье класса у меня списывало там, как положено. Вот я занимался спортом, играл в волейбол. И как-то оно было незаметно. Но вспышкой страшной антисемитизма был 1953 год, год смерти Сталина, весна, когда эта медсестра московская донесла на этих евреев, профессоров московских, которые, по ее мнению, отравили и Сталина, и всех вообще вождей, и вообще во всем виноваты были. Ну, естественно, кто же еще виноват мог быть. И в классе у нас началась вспышка этого дела. И никто не знал, как с этим быть, настолько непривычно это было для нас. Наши учителя, наш директор школы были очень порядочные люди, и их это очень беспокоило. Но потом как-то все сошло на нет. Эту тетю Валю, я помню, не помню ее фамилию, звали ее тетя Валя мы. Вот ее потом разоблачили, что она это все наврала, ее даже переехала машина, наверное, это КГБ все устроила. Вот. Начались времена более мягкие, потом вообще оттепель наступила. И я как-то не очень ощущал эти все гонения еврейские. Но когда я кончил школу и начал поступать в институт, то я хотел поступать на электротехнический факультет. Была такая у меня идея. Но меня отговорили прямым текстом мои товарищи, знакомые, что меня туда не примут, уже есть случаи такие, и уговорили поступать на металлургический факультет. Оказалось, что это ужасно интересная специальность, я с удовольствием по ней проработал всю свою жизнь. Вот, ну так вот складывалось. Когда я кончил институт, в институте я практически не чувствовал никакого антисемитизма. Были более серьезные проблемы, были венгерские события, были вообще наши преобразования нашей специальности, много было всего, и было не до евреев, как мне кажется. Но когда я кончал институт, то меня, так сказать, в мою мечту, Киевский институт проблем материаловедения, в котором я потом, кстати, работал, и в котором я делал диплом, и диплом получился очень хорошим, я 2 статьи по нему написал, но меня туда не взяли. Представитель института сказал, что я им не нужен, а взяли других ребят. И никто не мог понять, в чем дело. Только мне потом моя жена и мои родственники объяснили, в чем тут была проблема. Да я, кстати, тоже это понял постепенно. Ну и потом, когда я пытался поступить в аспирантуру в Киевский политех, то тоже меня не приняли. И я понял, что там... Что вам объяснили? Мне объяснили, что я не подхожу по кадровому, по своему кадровому положению, по своей анкете, я не подхожу для Академии наук украинской. Так, а если простым языком? Но это и был антисемитизм, это он и был. Он в таком... То есть вы не подходите, потому что... Потому что я еврей. Ваша национальность. Конечно, ну, конечно. Вещи. Ну, надо сказать, что в тот момент я не понял. Но потом я все это понял и не оставил мечты работать в институте в этом. Не оставил этой мечты. Ну, потом я рассказывал, что меня встретил мой руководитель из института и предложил в аспирантуру. Меня опять не приняли, я опять все понял. Вот. И таким образом я работал 3 года в этом ПКТИ, проектно-конструкторском технологическом институте, но тут тот самый член-корреспондент Академии наук украинской Самсонов Григорий Валентинович, мой руководитель будущий, мой заведующий кафедрой, которую я кончал, он через знакомых передал, что он организует новый институт, что тот институт распадается на несколько, будет институт тугоплавких соединений, и у него есть возможность принять меня на работу. Вот, короче, такой был месседж, как мы сейчас говорим. Я побежал туда, к нему, он мне сказал, хорошо, сколько ты сейчас получаешь, ну, это забавная подробность, но я все же ее приведу. Да, сколько ты сейчас получаешь? Я говорю, сейчас я уже дорос до 170 рублей в месяц, это тогда было более-менее приличная зарплата, я был замначальника отдела. Он говорит, я столько дать не могу, я дам тебе 140, поступай, будешь делать у меня диссертации, будешь заниматься наукой, это то, что тебе нужно. И я тут же, с одобрения моей жены, уже был ребенок, ушел на эту, как я считал, более-менее зарплату. Ну, в самом деле, мне тут же дали 100 рублей,
Нашелся там человек, который обрезал это дело, обещание членкора. Но я, тем не менее, пошел и на 100 рублей и начал заниматься наукой, заниматься настоящей научной работой. Мне поручили очень важную тему. Оформили допуск к секретным работам, поскольку основные работы в институте велись для Министерства обороны и почтовых ящиков различных. Вот, и я... Судя по всему, я прошу прощения, что я вас перебиваю. Да-да. В этот период антисемитизм немножко отступил от вас и от вашей семьи, правильно? Так нам казалось. В самом деле антисемитизм существовал, и вскоре он стал очень сильным в Киеве. Когда началась массовая миграция в Израиль, то в Киеве антисемитизм поднялся на такой уровень, что мы могли, например, моему деверю могли в очереди в магазине, когда он спросил, хватит ли всем куриц, ему сказали, едь в свой Израиль, там тебе курей хватит, мы могли сказать. Это уже было позже, 72 год, но он поднимался уже. Вот. И я, значит, поступил в этот институт, и потом стал аспирантом-заочником там же, и закончилось это дело защитой диссертации кандидатской. Вот, кстати, в защите диссертации опять всплыла эта проблема. Значит, дело в том, что в институте к этому времени накопилось какое-то количество евреев. И когда я защитил диссертацию, то один из академиков, его фамилия Федорченко, академик Федорченко, не очень большой ученый, но большой деятель, он стал академиком скорее по своей деятельности, чем по научной работе, в отличие от моего руководителя. Он поручился одной своей подручной написать письмо в ВАК. ВАК – это Всесоюзная аттестационная комиссия, где утверждали решение Совета о присвоении ученой степени. И письмо это содержало содержание письма было следующее, что вот в институте ослабла бдительность, кадры для Израиля готовятся, это уже время эмиграции было, кадры для Израиля, вот зачастился Тульчевский, Рут, Шарифкер, все это липовые диссертации, все это поощряется, и вы должны к этому обратить на это внимание. Но, к сожалению, к счастью, извините, эта женщина была не очень сведущей, грамотной. Она написала адрес московского ВАКа, это улица Жданова, что ли, я уже не помню. Она написала адрес, но не написала Москва. И бросила этот конверт в почтовый ящик. И ходил по Киеву этот конверт целый месяц, искали этот адрес, не нашли. И вернулась в институт. В это время в институте, это забавно очень, я расскажу, в институте, в этом отделе, которым руководил академик Федорченко, академик Федорченко был в отъезде, он был в Индии, что ли, и его замещал один мой приятель по институту, на год старше меня, мы были приятелями по институтским делам, по всякой самодеятельности там, и ему на стол легло это письмо. Он меня предупредил, и когда приехал академик, он ему говорит, Иван Михайлович, вот есть письмо относительно Шарифкера, Рудя и Тульчевского. Будем давать ход, пересылать его в ВАК. Он говорит, порвите его. Ему стало стыдно перед своим подчиненным, Эдиком этим Денисенко, вот, моим товарищем, вообще хорошим человеком. Как ни странно, были и такие, были и хорошие люди, и довольно много. Ну вот, я защитил диссертацию. И вот проходя по нашему вопроснику, который мы делали некоторое время назад, что же вас сподвигло все-таки уехать из Киева? Сейчас мы подходим к этому очень леденящему душу моменту. Мы идем совсем вот по вашей трудовой книжке. Я уже близко подхожу. Значит, я работал в институте, получил какую-то там должность, получил более-менее приличную зарплату, но перспективы моего движения вверх были очень ограниченные. Второй момент был у нас очень тяжелый. Мы жили в коммунальной квартире с женой, с ребенком, и никак не могли ни встать на очередь, ни поступить в кооператив. У нас формально хватало квадратных метров на душу семьи, как тогда считалось. Ну и самое главное событие, кончал школу мой сын. Сын у меня был
учился очень хорошо, он не получил золотую медаль, но очень хорошо учился и был членом сборной города по водному полу. И тем не менее, мы очень боялись, что и нам не удастся дать ему высшее образование в Киеве. И действительно, к тому времени я уже был кандидатом наук, и некоторые мои товарищи были уже заведующими кафедрами, пару товарищей, заведующими кафедром в Киевском политехе. А сын, кстати, очень хотел получить специальность, такую же, как у папы и его товарищей. Ему нравилась эта специальность, нравились эти люди. Это действительно интеллигентные, порядочные, я бы сказал, талантливые люди. И сын очень хотел получить эту специальность. И я пошел к своим приятелям, заведующим кафедрой в Киевском политехе, и они мне сказали: не травмируй ребенка. У нас есть норма на прием евреев, ты в нее не войдешь, потому что, чтобы попасть в этот список ограниченный, нужно как-то сделать одолжение ректору или еще что-то. Ну, какие одолжения, да, очень ценились? Например, достать колеса для машины или снабжать мясом. Ну, позорище, конечно, но такая была жизнь. Вот. Говорит, не позорь, не травмируй мальчика, ему поставят тройку, и он никуда не поступит. И вы переехали? И тогда мы решились, стали искать по Советскому Союзу, где есть специальность, которая нас устраивала. То есть вот это вот физико-химические основы металлургических процессов, так называлось официально. Оказалось, нашли 3 таких института на Дальнем Востоке, в Иркутске, в Иркутской области, в Ангарске, в филиале Иркутского политеха и еще где-то, уже не помню где. Я написал туда письма, предложил свои услуги в качестве преподавателя. А надо сказать, что к этому времени у меня уже был опыт преподавания, потому что, чтобы выжить на ту зарплату, которую я получал в Академии наук, мне приходилось, ну, как-то, как говорили, халтурить, как-то она называлась, то есть иметь подработки. Я переводил, я преподавал, где только приходилось, где только предлагали. И я считал, что в каком году вы уехали в Иркутск? Это уже был 79-й год. 79-й год. Сын кончил школу, и сначала я подал туда, значит, на должность старшего преподавателя, и меня приняли старшим преподавателем в Ангарский филиал Иркутского политехнического института. Мы поехали с сыном туда. Я уже был, так сказать, у меня было предложение стать преподавателем этого филиала, а сын стал поступать в самом Иркутске. У него был приличный диплом. Молодец, я так понимаю, что он поступил. Он поступил, он сдал 2 экзамена на 5 и поступил. Да, ну мы говорим о вас. О мне. А я стал старшим преподавателем вот в Ангарском филиале. Там был такой Усольский факультет, город Усолье-Сибирское, в нем был химико-технический факультет. И через какое-то время стал заведовать кафедрой. Это был конец 70-х? Начало 80-х. Начало 80-х. И 10 лет я там... Вы проработали там 10 Надо сказать, лет. с антисемитизмом там проблемы практически... Да, когда в Киеве мне мой главный инженер конструкторского, где я в то время работал, сказал, что ты у меня хороший работник, но сделать тебя заведующим лабораторией я не могу. У меня есть люди, которые это больше подходят для отдела кадров. Ну, я это уже понимал к тому времени, относились мы к этому не то чтобы с возмущением, а как к существующей проблеме. Надо ее как-то решать. Вот мы решили так, мы уехали в Сибирь. В Сибири, надо сказать, что специалистов по антисемитизму было мало. Было немного, поэтому у вас была возможность пойти наверх. Не сильно наверх, заведование кафедры – это максимум. А перед отъездом в Канаду? До Канады еще какое-то время. Нет, мы же не говорим о вашей трудовой деятельности. Да. Мы в основном говорим, беседуем с вами с точки зрения как человека, который родился в преддверии войны и прошел через то, через что должны были проходить многие. Не все выжили. Да, безусловно. Поэтому я прошу прощения, больше интересует ваши воспоминания или воспоминания ваших родителей, их опыт того времени. Конечно, ваши заслуги в том, что вы
как могли, а могли немало в плане вашего интеллекта обеспечить вашу семью. Это, безусловно, великолепный своего рода подвиг в условиях жизни бывшего Ну, мы так не Советского считали, Союза. мы так не считали. Ну, вы это делали. Вы не считали, но вы это делали. То есть вы обеспечивали будущее своей семьи. И поэтому, возвращаясь к годам военным и послевоенным, и то, что творилось в стране даже ну, как бы в нормальные послевоенные годы, что вас сподвигло к отъезду? Именно вас. Не, Понимаю. К отъезду в Канаду вы имеете в виду, да? ну, в принципе, к отъезду из страны. Из страны. Ну, не в Канаду, из страны. Сейчас я постараюсь это сформулировать. Это уже Я было... прошу прощения, что я вас перебила. Нет, это очень правильно вы сегодня... делаете, очень правильно, потому что это поток этих воспоминаний, он может быть детальный, бесконечный. Это правильно. То есть я постараюсь сформулировать, что же сподвигло. Должен сказать, что мы уехали в 2000 году. К тому времени я работал под Москвой в Академгородке Черноголовском. Это Академгородок, где было 8 академических институтов. Я заведовал лабораторией, был на прекрасном счету. Уже начали ездить за границу. Но сподвигло нас скорее не антисемитизм, к тому времени, честно говоря, уже заглох. Меня приняли по конкурсу в этот институт, я заведовал лабораторией. Мы ездили за границу несколько раз, вот, в Польшу, там, в Испанию. Ездили, да, на Гавайи, там была конференция. В общем, но тут начал разваливаться Советский Союз. И в первую очередь, для меня в первую очередь, разваливалась советская наука. Она была сильная, но какая-то бесхозная она стала. И у нас институт не закрылся, но нам по 4 месяца не платили зарплату. Я вынужден был на машине там подрабатывать, ездить по Москве и по нашему району. Всякой такой ерундой мы занимались. Плюс к этому меня, конечно, сподвиг на это дело очень сильно наш сын. Нас сподвиг, меня и жену. К тому времени он кончил Иркутский политех, кончил аспирантуру в Ленинградском, тогда Ленинградском политехническом институте, стал кандидатом наук и работал тоже в Черноголовке. И он с друзьями, они нашли способ уехать из страны, не в эмиграцию, а называлось это постдокторантура. То есть это было такое дело, они уезжали в другую страну, где получали стипендию от правительства, работали. Он уехал в Англию, потом переехал в Норвегию, а потом уехал в Канаду. И написал, и мы все время были на связи, тогда был уже e-mail, было компьютерные дела, были все, мы были на связи, и он нам сказал, во-первых, он нам устроил поездку в гости в Канаду. Мы поехали в гости с женой, у нас уже был внук там, который родился в Питере, но уже был он канадец, а сын работал как этот городок назывался, где он работал? Кингстон. В Кингстоне работал в университете, потом переехал в Оттаву, организовал лабораторию, и я приехал посмотреть. И его босс сказал, давай, твой папа будет работать у нас. Он согласен, мы хотели закричать сразу согласен, но сын, уже будучи канадцем, сказал, мы подумаем. Вот мы подумали, согласились, и таким образом мы уехали из Советского Союза, это уже был не Советский Союз, это была, по-моему, уже Россия была, уехали из страны, где наука просто уже никому была не нужна. Нам это в глаза сказал Егор Гайдар, он был у нас в Черноголовке, выступал в нашем доме ученых, и когда его спросили, что будет с наукой, он сказал, нам столько ученых не надо. Своей обычной шамкающей, своей скороговоркой сказал, нам столько ученых не надо. Мы понимали, что мы действительно никому не нужны, что это все будет разваливаться. И надо сказать, что большинство моих коллег таки действительно сегодня работают и живут за границей, в Соединенных Штатах, в Израиле, в Японии,
в Греции даже. Вот. И я тоже переехал в Канаду. Это не было бегство от антисемитизма. Надо сказать, что после перестройки, когда началась перестройка, то антисемитизм отступил на второй план. Это была не главная проблема. Мало того, в Москве, например, кавказцев, там, в первую очередь чеченцев, ненавидели даже больше, чем евреев. Так что мы и на работе у меня не было никаких проблем с этим делом. Вот, но просто уехали из разваливающейся страны, из разваливающейся науки. И надо сказать, что этот переезд себя полностью оправдал. Мы соединились с семьей, мы помогли воспитать нашего старшего внука, и младшего родился второй внук, которому уже 23 года. Вот. Мы все это помогли сыну с этим справиться. Вот. Они, наверное, и без нас справились, но мы помогли все же. И я работал, 14 лет мы работали с сыном в лаборатории, которую он организовал. Потом мы работали в Соединенных Штатах с ним вместе. 14 лет это продлялось. После этого я ушел на пенсию, сейчас я уже на пенсии, естественно, уже не работаю. Ну, я там немножко подрабатываю, консультирую в интернете, но это уже не настоящая работа. Вот ответ на ваш вопрос, наверное. Это уже не был антисемитизм, это была просто перестройка так называемого Советского Союза, а попросту говоря, разваливалась страна, что сейчас хорошо видно, и разваливалась наука. Наука была уже никому не нужна. Вот мы и уехали. Которая сейчас затеяла войну. Да. Ну вот, Анечка, дальше. О чем поговорим дальше? Да, подскажите. Ну, в принципе, все ваши самые яркие воспоминания о военном и послевоенном периоде мы обсудили. Если у вас есть какие-то дополнения именно о том периоде вашей жизни, что-то мы пропустили, что-то подзабыли, или наоборот, к чему-то вы хотели бы вернуться, было бы очень здорово. Спасибо, Анечка. Мне кажется, я уже наговорил достаточно и осветил мою жизнь. Дело не в том, я хочу все же пару слов сказать. Я хочу сказать, что, конечно, послевоенная жизнь в Киеве была, конечно, насыщена антисемитизмом. Но меня как-то Бог более-менее миловал. Я кончил школу с золотой медалью, мне дали ее. Я думаю, я ее заслужил. Хотя директор нашей школы... вы заслужили, но говоря о том, что жизнь была насыщена антисемитизмом, не говоря о себе, как вы это... Как мы ощущали? Ну, можно было услышать на улице жидовская морда, можно было в ЮСШ, где я занимался волейболом, услышать, что это такое. Во главе команды стоит Изя Фельдман, это мой товарищ, но старше меня был, а ему пас дает Сева Шариф, это я. Значит, и что это за команда украинская? Это было очень редко, и надо сказать, что в спорте это очень не поощрялось. Уж очень много в Киеве было евреев, выдающихся спортсменов, сильных спортсменов, тренеров, и такие выходки не поощрялись. Тоже меня Бог как-то миловал. Вот. Ну, на улице я прожил жизнь в Киеве примерно в одном районе, примерно на одной улице, на двух улицах, скажем. И меня там все знали, и тоже это не очень чувствовалось. Это чувствовалось скорее в критические моменты. Вот поступление в аспирантуру, вот распределение на работу. Вот здесь вступало в действие какие-то государственные директивы. Или, например, когда мой сын кончал школу. Очень близкий мой товарищ в Днепропетровске был аспирантом ректора Дмети, это Днепропетровский металлургический институт. Это один из лучших вузов страны. И когда он услышал о наших проблемах, он говорит: Сева, так меня звали друзья и зовут сейчас, мама так меня назвала, неофициально, официально Семен, а так Сева. Он говорит: Сева, приезжай в Днепропетровск, я пойду к ректору и обо всем с ним договорюсь. Он к нему входил, открывал ногой дверь, был его аспирантом. Я приехал, мы с ним выпили вечером, утром он мне сказал: лежи, спи, а я пошел к ректору. Пришел и говорит: уезжай в Киев, ничего не получилось. Ректор сказал, что он кадры для Израиля, так он выразился, готовить не будет.
Он говорит, этот Юра говорит, так я ручаюсь за этого человека. Говорит, ты не можешь ручаться, они все такие. Это он мне передал, эти слова. Вот в такие критические моменты оно чувствовалось, оно ощущалось. Пришлось уехать в Сибирь, где этим делом профессионально никто не умел заниматься. Вот так вот. Ну, хочу сказать, что в Сибири, тем не менее, как-то я однажды почувствовал, что он существует, антисемитизм. Дело в том, что я заведовал кафедрой, и наша кафедра была на очень хорошем счету, мы там побеждали во всяком конкурсе студенческих научных работ, и в последний раз мы победили кафедру ректора института. Ректора. Это было страшное событие, ректор обиделся, это было сподвигло, и через полгода наша кафедра, наш факультет, в том числе наша кафедра, отчитывались на совете института в Иркутске. И когда мы отчитались, у моей кафедры были прекрасные показатели по всем параметрам. Ну, кроме, конечно, того, что приходилось не очень хороших студентов пытаться выталкивать в жизнь инженерами. Но это была такая жизнь тогда. Вот. Но это не только у меня была эта проблема. И после того, как мы отчитались, ректор сказал, ну что ж, неплохие результаты, но вы, показал на меня пальцем, не на своем месте. Я был ошарашен совершенно, я там в Сибири расслабился, этого не ожидал совершенно. И хотел что-то сказать, ну, декан меня осадил, сказал, что не дал мне выступить. Я приехал домой и сказал жене, что все, здесь я больше, надо заканчивать докторскую диссертацию, я ее закончил в Сибири, и отсюда уезжать, раз они уже здесь, как в известном анекдоте говорится. Вот такие эпизоды, пожалуй. То есть я хочу еще раз сказать, что меня жизнь как-то щадила от того, чтобы меня давили, каждый день обзывали, но в критические моменты жизни я это чувствовал. И чувствовал очень неприятно. А что бы вы хотели пожелать подрастающему поколению? Скажите, я уточню. Внукам? Какому поколению? Которое живет со мной в Канаде или которые остались там? Нет, поколение, в общем-то, оно одно. Я не разделяю по странам проживания. Это разные, конечно. Ну, что касается моих внуков, а у меня уже есть и правнучка. Мы в основном говорим о военном, прошу прощения, о военном времени, о Холокосте, о том, через что пришлось пройти не да, только понимаю, евреям, я вас понимаю. но и евреям в основном. Это наша основная тема. Я вас понимаю. Надо сказать, что я имею пожелание, конечно. Главное пожелание, не дай Бог, чтобы это повторилось. Поэтому я счастлив, что существует государство Израиль, государство евреев, где есть мощная передовая израильская армия, передовая израильская наука. И когда мы были в Израиле, мы 2 раза были в Израиле, у меня там много родственников, друзей, то я был поражен совершенно, как преобразовала эта действительность, эта страна, сильная страна, самостоятельная, как преобразовала моих родственников. Там 2 мои племянницы и их дети, они совершенно не похожи на запуганных киевских еврейчиков. Абсолютно. Это самостоятельные, самодостаточные ребята с юмором, с английским, культурные. То есть вы хотите пожелать подрастающему поколению, не дай Бог, не пройти через те ужасы войны, через которые пришлось... Это вообще само собой разумеется, не дай Бог пройти. Да, не дай Бог пройти. Не дай Бог пройти. И, конечно, я хотел бы пожелать процветания этой любимой моей стране Израилю. И Украине. Ну и, конечно, Украине. Я Украину очень люблю. У меня не осталось черных воспоминаний о людях Украины. У меня скорее осталось воспоминания о администрации, о коммунистической партии Украины. Это, конечно, были антисемитские организации. А люди Украины, да это и сегодня видно. В Украине сегодня нет антисемитизма. Это факт, это факт. Евреи, офицеры украинской армии воюют так же, как и украинцы и русские. Ну и знаменателен тот факт, что все это вы можете желать, живя в Канаде. Совершенно верно. Это замечательная ситуация. Замечательная ситуация. Когда-то, я хочу рассказать мелкий эпизод, когда-то мы были в гостях, еще
из Черноголовки, из России, в гостях в Сан-Франциско у двоюродного брата моей жены. Мы дружили в юности и были в гостях. И когда мы смотрели по телевизору, что происходит в России, то, он говорил... 91 год. 91 год, да. Хлеб дорожал каждый день, там все такое. Он мне сказал, ты знаешь, хорошо это наблюдать отсюда и сопереживать, но там, не дай бог. Вот тогда мы стали думать об эмиграции. Но сподвиг на эмиграцию наш сын, конечно, как я уже говорил. Ну вот, я, по-моему, закончил. Спасибо вам огромное. Нет, вам спасибо за это интервью, за интерес к этому всему. Вам спасибо. Вам, вашей организации. Конечно, а как же, ну, наш интерес к людям, которые прошли через ужасы Холокоста, он, ну, я считаю, что он естественный, потому что это не простое любопытство, а желание сохранить для истории, во-первых, и тем же самым постараться предотвратить это в будущем для наших детей, внуков и правнуков. Спасибо Это огромное. очень правильные слова, и спасибо за них. Ну все, до свидания, Анечка. До свидания. Будьте здоровы. Получил большое удовольствие от этого разговора. Всего Взаимно. хорошего. Я могу исчезать из кадра? Да. Да? До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Ну, иди, Жанна. Anna, Yes, we finished. are there any photos or anything he wants to show? И ему дай. Okay, let's try. Do you want to show any photos or anything? Нет, it's it. That's it? Okay. Thank you. Thank you. 1 second. Adam, Yep.